Шалом! Сегодня мы поговорим об отрывке Торы «Ваякель». Моше собирает народ, зовет народ. И это слово «Ваягель» происходит от слова «кагаль». Оно обозначает быть призванным, собранным ради исполнения Божьего дела. Моше зовет народ не просто для того, чтобы посидеть и поговорить о Боге. Он зовет для того, чтобы исполнить слова Божьи, исполнить то, что Господь повелел делать Израилю. И в частности, сооружать место Божьего присутствия. И слово «кагаль» как раз и обозначает собрание, созвание, или собраться, вместе прийти ради дела Божьего. От этого слова произошли в дальнейшем слова «синагога», которое происходит от греческого «синагоген», и также слово «экклесия», которое обозначает любое собрание. Итак, мы сегодня тоже находимся во время определенного карантина, который не все знают, что дальше и как будет. Вернее, никто не знает. Но наши праотцы, находясь в пустыне, они тоже были в карантине. В частности, они испытывали ограничения. Они испытывали ограничения в еде, в пище. Они испытывали ограничения в передвижении. Они не могли купить билет и поехать в Египет отдохнуть или в какую-либо другую страну. Даже пища была по расписанию. И даже была определенная дневная норма манны, которую каждый мог собрать. И даже сейчас, когда мы находимся во время этого карантина, мы не испытываем еще таких ограничений. Но тем не менее, испытывая те ограничения, сыны Израиля, они собрались ради дела Божьего. В этой связи вспоминаю интересную притчу об одном человеке, который путешествовал, он был верующий, путешествовал на корабле. И вот корабль его потерпел крушение. Никто не спасся, только он оказался на необитаемом небольшом острове. И вот он собрал в бревна с этого корабля, что уцелело, припасы, которые нашел. Он все это собрал на берегу острова, соорудил себе жилище. Все, что нашлось, он положил внутрь этого жилища и отправился на обследование острова. И когда он возвращался, он увидел ужасающую картину. Его дом горел. Все, что там было, тоже сгорело. Он остался без ничего. И он взмолился: «Господи, я верил в Тебя. Я был уверен, что Ты спасешь меня и найдешь ответ, покажешь мне ответ. Но вместо этого все, что у меня было, оно сгорело». Он уснул в отчаянии. Но утром его разбудил шум от людей, которые подходили к его сожженному дому. Он спросил: «Друзья, как вы смогли найти меня?» Они в ответ ему сказали: «Мы увидели твой сигнальный огонь, и наш корабль пристал к этому берегу». Господь останавливает нас. Он разрушает наши планы, разрушает наши определенные стремления, направления, может быть, наши ожидания. Но, может быть, для многих из нас это сигнальный огонь Господу. Мы знаем, что дела и все на ней сгорит. Это будет большой сигнальный огонь Господу. И сейчас, когда мы испытываем определенные ограничения, Господь таким образом начинает сигнализировать нам, что мы нуждаемся в Нем. Сигнализировать нам, что нам нужно остановиться. И для того, чтобы Он мог спасти нашу жизнь, мог найти нашу жизнь. Для того, чтобы мы собрались во имя Его, в Его присутствии. Что в это время мы не искали, а как же мне преодолеть эти ограничения, но нашли то, как нам прославить Всевышнего в это время.
Как в это время мы можем собираться? Как в это время мы можем молиться? Как в это время мы можем служить нашим ближним? Поймите, друзья, ни телевизор, ни интернет не будет хорошим советчиком. Нам нужно искать Слово Божьего, и нам нужно собираться во имя Его. И вот хочу зачитать место Писания, где говорится, что приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богу избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, что приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иешуа Мессии. И мы не отдаем отчета себе о своей жизни. Поэтому мир, Бог останавливает этот мир, чтобы люди задумались о своем состоянии, чтобы они дали себе отчет перед Всевышним, перед Мессией, о том, как мы распоряжаемся своей жизнью. Может, Господь таким образом зажигает в наших душах сигнальный огонь, чтобы спасти нас. Используйте это время не для паники и безделия, не для того, чтобы наполнить себя страхами и разочарованиями. Наполните себя Духом Божьим. Общайтесь друг с другом, поддерживайте, звоните, молитесь, наполняйтесь Божьими ответами. И это время не будет потрачено зря. И это время придет к очень хорошим плодам. Пусть Бог всех вас обильно благословит, хранит и дарует возможность собираться перед Его присутствием во имя Его, в радости Божьей. Пусть Бог хранит каждого из вас в совершенном шаломе. Потому что сказано, что надеющийся на Тебя, он не постыдится. Твердого духом он хранит в совершенном мире. Потому что на него уповает этот человек. Шалом, дорогие хаварим. Барух хаба бешем Адонай. Благословен грядущий во имя Господня.